Привет, привет! Снова с вами мы, канал Мир путешествий и отдыха. И мы сейчас находимся в музее древностей. Да, купили билетики. Билетики нам обошлись в 140, получается, фунтов. Это 280 фунтов на двоих. Это порядка 80 долларов. Сколько? Ой, 18 долларов. 18 долларов. 9 да. долларов, 9 долларов вход. Да, получается вот. И когда заходите, обязательно, чтобы маска у вас Да, была. хорошо, вот что именно у в нас этот были музей. две. Обязательно вообще берите всегда с собой маски в сумочку. Вот не пожалеете. И когда вы заходите, получается, вы не идите туда, где горит свет, а сразу заходите, поворачиваете налево. Так что пойдемте вместе с нами. Да. Да, весь Египет ходит без масок, а здесь как бы security без масок и не пропустили. Хорошо, что у нас были две загашники. Так, и мы с вами направляемся ко входу. Вот вход. Сейчас я выключу камеру, войдем, а там уже посмотрим, можно снимать или нельзя. Вот так вот выглядит музей. Вот как проходили раскопки. Здесь были. Ну да. Это вот так вот, получается, это раскопки происходили? Да, да, да. И вот они ж лежат целенькие-целенькие в земле. Это в 2014 году были раскопки, я так понимаю, да? Ну да. Ну, смотри, как они. И вот так вот всей гурьбой они вывозили вот этих вот скульптур. Угу. Мы смотрели. Ну да, это вот и есть тот Аминхотеп. Такое устрашающее. Он молодой, в 19 лет умер. Он там правил там вроде немного. Так ее восстановили или что? Не, вот она. Вот ее раскопали такую хорошую. Плита, это же вот надо какие-то надписи такие. Это ж почитать. надо так много. Видишь, вот какие птички. Так, смотрите, сколько золота.
лежит. Мгм. Ты серьезно? Мгм. Смотри, какие пуговички сохранились. Угу. Вот там хранились останки. Не забывай, что внутренности хранились вот в том ящике. Потом их мумифицировали и закрывали крышкой. А в таких вот сосудах, помнишь, когда Имхотеп в фильме? Ну, вот это настоящее время. Друзья, вот мы посетили музей Да. древности в Луксоре. Там из-под тишка немножко я вам поснимал. Нарезочку сделаю. Ну, честно говоря, сколько это получается билет? $18, да? Да, давай у нас Да, $18. Ну, Да. не сильно нас впечатлил. Как бы не Всё, стоит что он там этого. есть, да, Да. мы все видели это в храме. Да. Это в храме Карнакском, Луксорском все то же самое. Осколки от статуи, головы от статуи, Мгм. все там же лежит, но только что там Там здесь, посуды да. не было. Ну, посуды и 2 мумии здесь Да, лежало. да, Ну, да. как бы не слишком он нам так зашел. Да. Ну, пойдем, пройдемся, посмотрим музей мумификации. Надеемся, Так что нам более понравится. Ну, так что оставайтесь с нами и лайкосик от вас. А мы прогуливаемся по набережной Нила. С правой стороны у нас Нил. И направляемся мы к музею мумификации. Классную такую вот набережную сделали. Ну, красиво. Да, красиво, подсветка. Деревушки, Да, деревья, посмотри какие. зелено. Маленькие, так это все. Даже не скажешь, что мы находимся и в Африке. Да. Даже вот и не скажешь. Да. Только благодаря вот этим вот всем Надписям. их рисункам, да, вот они На молодцы. стенах. Тоже красиво изобразили всё. Здорово, здорово. Ну, знаешь, так это европейский стиль напоминает. Ой, может, видишь, молится. Как раз таки их. Сейчас. Ребята, Это мурашка. смотрите, ребята, какой у них здоровый муравей. Если сравнить с пальцем, видите? Жесть. Я таких не видел даже. И не один. Куда они подползают? С ноготь на ноге. Да, пойдем. Да, лучше бы Катя не показывал. Сейчас будет бояться. А сейчас? Ребята, мы подошли к музею. Музей мумификации города Луксора.
Египет. И смотрите, с левой стороны вдалеке Луксорский храм с подсветочкой горит. Очень много полиции. Некоторые дороги перекрыты. Готовятся к приезду президента. У них здесь национальный праздник. Ну а мы спускаемся. И, Катя, как твое самочувствие? Не боишься ли ты? Страшно идти вот в мумии. Потому что музей сам находится как бы под землей. И идем мы, главное, ну, вечером. Да, после 5. Он так И- работает с 9 до часа, Да. но... Музеи вообще, они работают, у них с часу до 5 дня, как бы перерыв, а так в основное время они работают. Так, я камеру сейчас буду выключать, потому что мы будем проходить контроль и будем заходить в музей. Ребята, а вот такими штуками доставали внутренности. Вот таких вот сосудов они хранились. В автобус в черном лежит собака. Вот, ребята, посмотрите, какая мумифицированная собака. Засушенный мумифицированный крокодил. Вот получается тоже то ли ноги, то ли непонятно, что мумифицировалось. Это что, мозги? Угу. Это вот части тела. Даже рыб мумифицировали. Ключ. А вот Переправляют, лодка. да? Да, вот так вот. Друзья, вот мы посетили музей мумификации. Опять из-под тишка я вам немножко поснимал, потому что съемка запрещена. Ну как, она разрешается, но за съемку нужно еще доплачивать. Ну, там непонятно, там что-то мы не поняли, не разобрались с ними. По-моему, да, стоимость. Ну он же мне билеты Да. предлагал, получается 50. Да, а получается, египетских надо фунтов. Это еще. фото. Вот билет стоит 100 египетских фунтов на человека. Это получается где-то порядка 6,5 долларов. Ну 7, короче, где-то 7. 7-8 долларов. Еще Да. столько же доплачиваете, и можно потом делать съемку. Но я тихонько вам поснимал, но вы видели, что там особо музей то же самое не вдохновил. И мы так понимаем, все лучшие экспонаты это свезены в Каирский национальный музей. А здесь так остались так, что-то такое пародия. Ну, вы видели, мумия крокодила, мумия собаки, мумия рыбы, эти чаны, где хранятся эти, ну и пинцеты. Ну и все. Ну, этот музей еще меньше, чем тот, где мы были. Ну, национальном. побывали. Ну да. А вы уже для себя делаете выводы, стоит посещать или не стоит, или лучше, конечно, съездить в Национальный музей Каира. Ну, и как обычно, оставайтесь с нами. Чтобы не пропустить наши следующие выпуски, жмите колокольчик, ну и лайк, и подписка от вас. Ну, до новых встреч. Пока-пока.